Друзья, мини-компьютер Beelink GTI Core на Intel Core i5 восьмого поколения на канале Технозон, еще и в классной конфигурации 16 гигов DDR4 на 512 гигабайт SSD NVMe. Ну что ж, поехали. Слушайте, ну классная штука на самом-то деле. Почему? Потому что я люблю мини-компы из-за их компактности, из-за того, что его можно разместить за мониторами. И зачастую это очень классные рабочие машины с еще и такими более-менее классными мультимедийными возможностями. Я никогда не говорил, что мини-компьютеры являются игровыми. У Белинка был когда-то игровой компьютер, у них был опыт. Ну, стоимость его была порядка $1700. И на самом деле за такие деньги покупать это абсолютно не стоило. Уникальность данного компьютера является в том, что вы сюда можете подключить 3 монитора, вы можете сюда подключить 2 LAN-порта, вернее, если есть 2 LAN-порта, вы можете подключить 2 LAN-сети, скажем так, для избежания потери коннекта, то есть это очень хорошо подходит людям, которые занимаются, например, биржевыми торгами, либо для осуществления какой-нибудь деятельности, которая подразумевает под собой постоянное нахождение онлайн. Я вам по секрету скажу, моя дочь использует именно этот мини-комп как стрим-станцию для своего YouTube-канала. Она стримит там какие-то игры, свои Minecraft, Roblox и тому подобное. И именно как стрим-станция он ей подходит. Его мощности вполне хватает для осуществления такой деятельности. Слушайте, что здесь еще интересного? Есть возможность установки дополнительного NVMe, там не NVMe, там M2 SATA 3 диска 2280. Вы можете поставить еще один SSD, обыкновенный SATA, да, формата 2.5. Есть отпечаток пальцев. Конечно же, это все тоже его делает абсолютно классной рабочей станцией. Третий монитор, правда, подключается у нас через Type-C, но наличие вот этого огромного количества USB-портов, а также достаточная мощность для осуществления различных задач делает его достаточно неплохим вариантом. А теперь давайте поговорим о задачах, потому что я так сказал, задачи. Что мы на нем делаем? Мы на нем браузили конкретно с большим количеством ссылок в хроме, смотрели тяжелое 4К видео. Что мы еще делали? Мы смотрели IPTV, мы смотрели торренты. Да, мы смотрели торренты онлайн, и смотрели их и в коде, и смотрели через TorServe W для Windows, через подплеер с уплавнением SVP, кстати, классная тема. Мы поиграли в GeForce Now. На секундочку, это неплохо, в принципе, это не игровой комп, здесь нельзя подключить внешнюю дискретную видеокарту, но мы поиграли в GeForce Now, поиграли в игры от Blizzard, в частности Hearthstone, мы поиграли, побегали немножечко в Diablo 3, и нас устраивает в нем абсолютно все в качестве вот такой вот рабочей машины. Но знаете, что я еще сделал? Я помонтировал видео. Но он поддерживает аппарат на OpenCL, конечно же, CUDA ядер никаких нету, CUDA ядер, он поддерживает аппарат на OpenCL 8 генерации PROTS и спокойно позволяет монтировать многопоточное видео Full HD, либо монтировать 4К, но правда в один поток. Я вам это тоже обязательно покажу. Ссылки на этот мини-компьютер, на разные конфигурации лежит, конечно же, в описании под видео, а также под видео есть ссылка на условия розыгрыша. А в розыгрыше на момент съемки этого видео у нас PlayStation 5, Sony PlayStation 5, и ссылочка там же, вот внизу в описании под видео, там ничего не нужно для того, чтобы участвовать, просто быть подписчиком. Мы сейчас переходим на распаковку, мы его разберем, посмотрим, как сюда можно установить диск и какие у нас порты есть для расширения. Но советую дождаться резюме, чтобы понять, насколько он все-таки хорош в наших тестах. Ребят, переходим. Вот такая вот коробочка. Большая. Сразу видна надпись Wi-Fi 6. Что у нас еще на боках? Заявленные у нас какие-то характеристики, правда, очень скудные. Intel Core процессор, Wi-Fi 6. Все, больше ничего нет. Ладно, будем вскрывать это все действие. Мы, конечно же, его уже тестировали. Мы его доставали. Давайте специально для вас распаковочку решили сделать. Итак, сам мини-комп. Сверху, вообще он пластиковый. Вот эта вот часть тоже пластиковая, походу, или металл. Нет, это у нас пластик. То есть, если говорить о том, как это был GTR, да, вот такой вот был на AMD Ryzen,
Вы видели у нас этот обзор. Этот, в отличие от GT Ryzen, пластик. Core i5 8-го поколения, сразу написано. Спереди у нас есть кнопка включения, есть очистка CMOS памяти, 2 USB 3.0, есть 3.5 для наушников, есть USB Type-C. Через него можно подключать не только Type-C устройство, еще можно подключать и монитор. Есть два микрофона для работы с Cortana или голосового поиска, или голосового набора. Так, снизу у нас есть перфорация. Кстати, вот крышка нижняя металл. Нижняя металл, боковинки у нас пластик. Здесь крепление, там чуть позже в комплекте покажу. Сзади у нас есть диффузоры охлаждения, это понятно, виден радиатор на боковинах. У нас есть два LAN порта по 1000 мегабит, есть HDMI DisplayPort, 2 USB 2.0 и 2 USB 3.0 и 2 USB 2.0. По бокам у нас тоже есть решетки охлаждения. Как бы здесь забор, здесь выброс, либо здесь забор, здесь выброс. Да, здесь забор, здесь выброс. Слушайте, по факту можно подключить 3 монитора, это круто. Но ведь кроме того, что можно подключить 3 монитора, здесь можно еще и установить дополнительный диск или жесткий диск или SSD. Так, для этого есть специальный хлястик, мы открутили заднюю крышку. Так вот это все выглядит изнутри. Так. Сюда устанавливается HDD, либо SSD, в принципе формата 2.5. Есть у нас здесь коннектор, в комплекте чуть позже покажу, можно законнектить через этот коннектор, там специальная насадочка для того, чтобы коннектить сюда жесткий диск, то есть SATA переходник. Давайте раскрутим, посмотрим, что у нас под низом стоит. Итак, что же у нас тут есть? У нас тут есть NVMe SSD, есть 2 плашки памяти, это 16-гиговая версия, память у нас AZV, да, они выпускают свою память, AZV DDR4L, 8 гигабайт, 2 плашки по 8. По факту в этой модели стоит 16 гигов. Норм вариант и SSD диск. Смотрим, что у нас здесь. Это тоже AZV, 512 гигабайт, NVMe. В принципе, неплохо. Обязательно проверим с вами скорость чтения. Под низом у нас уже скрывается, то есть доставать мы плату не будем, потому что она достается, честно говоря, через костыли. То есть здесь сдергиваются винты, а потом она фактически, там еще крепление охлаждения есть, и очень неудобно ее доставать, поэтому мы не хотим здесь ничего нарушить. Но очень неплохо сделано. Есть у нас еще один M2 SATA размера 2280. То есть если это у нас M2 NVMe, то это у нас M2 SATA 3 2280. К сожалению, мини-PCI, как в прошлых моделях, билинка нет. Допустим, в том же X55, куда можно присобачить еще внешнюю видеокарту, этого здесь нет. Да ладно, мы не для того используем этот мини-комп. Все, собираем обратно, будем продолжать. Так, получается, у нас для того, чтобы поставить SSD-диск, либо жесткий диск, нам необходим, во-первых, сам жесткий диск, и плюс то, что у нас есть еще в комплекте. Сейчас посмотрим, что же у нас есть еще в комплекте. В комплекте у нас есть блок питания, есть у нас коротыши HDMI, это DisplayPort, это HDMI, есть у нас HDMI подлиннее, есть у нас крепление и есть крепежный материал, плюс вот этот вот самый коннектор, который необходим для подключения SSD диска либо жесткого диска к вашему, скажем так, мини-компу. Это по сути запасной шлейф. Высунули коннектор, вставили шлейф и зафиксировали. Фактически вам остается просто его подключить и зафиксировать. То есть шлейф потом просто-напросто прижимается, либо заправляется вот таким вот образом. Все, жесткий диск у нас установлен. Но мы не будем его сейчас подключать, потому что мы хотим потестировать его с внешним жестким диском, на котором хранятся наши тестовые файлы. В принципе, это можно складывать. Давайте убираем. Крепление, вы поняли для чего? Сейчас давайте соберу, потом определимся, для чего крепление. Вот.
Пожалуйста, собрали. Крепление нам необходимо для того, чтобы мы могли его закрепить на монитор с разъемами веса, с разъемами для крепления веса. Смотрите. Все таким вот образом это крепится. И здесь уже под разные типы веса можно его замонтировать. Будет он висеть сзади и никому не будет мешать. Что у нас есть еще на данном мини-компе? Конечно же, отпечаток пальцев. Отпечаток пальцев — это очень удобная штука для офисного варианта, когда вы нажали заблокировать, подошли, провели, и ваш компьютер просто-напросто разблокировался. Ребят, что еще могу сказать? Что блок питания у нас 19 вольт 3 ампера. Больше на 51 ватт, больше ничего здесь нам рассматривать не нужно, потому что абсолютно нечего. Переходим, подключаем, настраиваем и тестируем. Именно со стартового экрана начинаем мы обзор. Почему? Потому что мы должны с вами протестировать датчик отпечатков пальцев. Достаточно просто провести. Я уже его, скажем так, регистрировал, когда настраивал. Все, у меня этот датчик сработал. Отлично. Что мы первым делом делаем? Пойдем посмотрим на конфигурацию на сайте производителя. Мы подключили для этого Wi-Fi и видим, что сеть работает более эффективно, потому что она использует Wi-Fi 6. Да, Wi-Fi 6 у нас в этом Belink GTI. Ладно, давайте посмотрим на продукты. Mini-PC. И выберем, вот он как раз, новиночка наша. Mini-PC GTI 8259U. Это значит, что он основан на Intel Core i5 8259U. Сразу же, мы знаете, как у нас получается? Мы сразу с вами тестируем и браузинг, и смотрим с вами характеристики. И это будет действительно неплохо. Давайте пойдем смотрим в конфигурацию. Intel Core i5 8259, это 2,3 ГГц. Сколько в турбобусте, посмотрим, он максимум выдаст у нас реальных. 16 гигабайт LPDDR4 видели на разборочке. Активация Windows выполнена. Здесь лицензионный стоит ключ с завода. В диспетчере устройств мы можем с вами увидеть аудиовыходы, аудио Intel для дисплеев, спикеры, Realtek у нас стоит, биометрические устройства. Видеоадаптер у нас Intel Plus Graphics 655. Ну, неплохо для встроенного видео именно за его цену. Процессоры. Ну, мы видим, что у нас есть 8 потоков на 4 ядра 8259U. Огромное количество сетевых адаптеров. У нас есть 2 гигабитных порта, есть AX200. Это Intel AX200. У меня, в принципе, в ноутбуке такой же, неплохо работает. И дисковые устройства, чтобы мы посмотрели, SSD 512, и на USB 3 я подключил внешний жесткий диск. Хорошо, ладно, с этим у нас все понятно. Давайте посмотрим, что нам тут заявляется производитель. Office Mini PC, это все хорошо. Отпечаток пальцев мы с вами проверили. Wi-Fi 6, в 3 раза быстрее. Как классно они пишут, 2400 Mbps скорость. Куда 2400 Mbps, если ограничен LAN моего роутера 1000 мегабит? Также они здесь вот показывают нам, как устроена система охлаждения. Я туда не лез, чтобы не сломать, потому что боюсь, что руки из одного места. Теперь M2 NVMe PCI Express 4X 2280 и M2 SATA 3. У них тут ошибка, STAT написано, вообще SATA. Да, Dual Voice микрофон для Cortana. Мы микрофон должны с вами проверить. Слушайте, если они заявляют микрофон, ну давайте попробуем микрофон. Есть у нас микрофон приложение? Настройка микрофона. Начать. Так, микрофон. Настройка микрофона. Давайте далее. Раз, два, три. Он меня слышит. Слушайте, даже захлестывает. Он стоит от меня. Вот как обычно это стоит, допустим, комп на столе. Вот. Есть у нас все. Закрыли. То есть, по идее, микрофон работает. Отлично. Короче, дальше. 3 дисплея. Мы можем подключить 3 дисплея. Один HDMI, один дисплей, один Type-C. Кнопки мы с вами рассмотрели. Комплект мы тоже с вами посмотрели. Ну, в принципе, ничего. Давайте уж сразу браузинг проверять, раз мы тут с вами лазим. Посмотрим, как у нас работает YouTube. YouTube. Выберем мой канал 4К. GeoPlaces. Для меня вообще показатель того, что приставка достаточно мощно отрабатывает в браузере YouTube. Это мои 4К ролики. Он сейчас включился в 4К. Отлично. И посмотрим статистику для сисадминов в полном
разрешений. Ну, пока мы разворачивали, появилось 10 дропов, 12, 13, ну, 4К 60 FPS воспроизводится с единичными дропами, пока двигаем мышкой, лучше ей не двигать. Скорость коннекта у нас 215 мегабит, отличный коннект, буфер наполняется равномерно и ролик проигрывается 1800 фреймов, 1900, 2000, отлично. Отлично, просто ролик отлично проигрывает, YouTube отыгрывает его 4К 60 FPS, я могу сказать, пускай проигрывается, вот по значку аудио мы будем понимать, что он работает, то есть это значит ролик проигрывается в фоне, это 4К ролик на текущий момент. Выберем с вами, ну, какой-нибудь сайт подробности.ua, слушайте, а он действительно там много вкладок, он ест их, давайте, Facebook обычно тяжелая хрень. Facebook у нас загрузился, мы авторизовались, Facebook прогружает, работает, при этом у нас работает YouTube. Кто знает, кто работает с Facebook на компе, тот знает, насколько Facebook хреново на компах работает. И нужен достаточно мощный процессор, чтобы обеспечить нормальную работу. Пускай здесь проигрывается видео, мы включим звук обязательно, чтобы у нас, видите, два значка звука, это означает, что они работают в фоне, пускай работают. Откроем с вами еще Naked Science сайт, откроем еще с вами High News сайт, слушайте, вообще не тормозит, вот вообще просто не тормозит. Откроем еще один сайт, откроем почты, мы открыли с вами почту, она работает тоже отлично, слушайте. Ну все это действительно круто. И по браузингу у меня вопросов нет. У нас в фоне проигрывает тяжелые видосы. Работает отлично у нас браузинг. Давайте мы еще попробуем его нагрузить. А нагрузить мы его попробуем... Зачем мы его попробуем нагрузить? Давайте попробуем еще проиграть фильм в фоне. Например, запустим какой-нибудь любой файлы. Ну, к FS-клиенту вернемся позже. Я включил одновременно фильм, и у нас проигрывается еще 4К ролик, пускай фильм в фоне проигрывается, мы его свернем, и ролик все так же проигрывается, плюс у нас проигрывается это все дело в Фейсбуке. Давайте заново воспроизвести видео еще раз, пускай проигрывается. Откроем все тот же FS-клиент. Слушайте, ну мне нравится быстродействие у браузера, все шикарно. Браузер можем закрывать, к браузингу у меня вопросов нет, его быстродействия хватает более чем. Давайте зайдем в диспетчер задач, мы будем потом с вами регистрировать. Сейчас, кстати, 3,67 ГГц у него. 3,67. Я не беру сейчас в расчет вот тот турбобуст, который они заявляют, да, там, который они заявляют. Я хочу посмотреть на фактические показатели, которые он выдаст. SSD NVMe. Мне очень интересен SSD NVMe, потому что, ну, в принципе, такого формата диски делаются только производительные, поэтому мы должны с вами оценить то, что ставит Beelink на текущий момент в свои мини-компы из завода. Вот с завода мы сейчас с вами посмотрим на скорость чтения записи. Вы знаете, скорость чтения очень даже порядочная. Для белинкового SSD NVMe это очень хорошая. 2026 в пике чтения, 1946 и запись 976-953, это я говорю про прямое чтение. Это достойные показатели. А вот по сетевым модулям интересно, потому что заявляется, что здесь Wi-Fi модуль. Поэтому тестируем на внутренний сервер нашего провайдера. Это быстрый тест, в принципе, достаточно информативный. И на роутере Xiaomi AX33600 он показывает на внутренний, скажем так, сервер 350 мегабит, 360, что очень даже неплохо. Хотя для Wi-Fi 6 он должен работать лучше. Я думаю, что здесь нам больше подойдет Magic iPerf. Пробуем через Magic iPerf. Пробуем на внешний провайдер в Амстердаме, на внешний тестовый сервер. И получаем через Wi-Fi 800 мегабит. Ребята, он сейчас подключен на Wi-Fi 6. На внешний мир 800 мегабит было пиковое, 772 на 768. Это шикарнейший результат. Шикарный результат. Давайте еще раз для закрепления результатов. Шикарный результат для модуля на мини-ПК. То есть фактически вам эти два лана, да, они нужны. Но если вы его решите использовать за своим монитором без LAN-кабеля, например, моя дочь, я уже говорил, что он использует его для стриминга, то есть на Wi-Fi 6 это идеально работает, с Wi-Fi 6 роутерами. Хорошо, давайте 2,4 ГГц. Стартуем 2,4 ГГц.
На 2,4 ГГц тоже абсолютно шикарные показатели. Вы сейчас увидите среднюю, но это классно. 176 на 175. Хорошо. И 1000 мегабитный LAN. У нас их два равноценных адаптера Realtek. По сути. Так, мы подключились к LAN, подключились. Пробуем 1000 мегабитный LAN порт на Magic Hyperv на внешнего провайдера. 703, 806, 810, 808. Идеально. Я считаю, что сетевые модули здесь просто шикарные. 798 на 798. Хорошо. По сетевым возможностям отлично. Поехали. Попробуем, как у нас копирует с внешнего жесткого диска с SSD, который подключен через USB 3. Давайте выберем любой файл, какой-нибудь потяжелее, например, тот же самый Gemini Man на 60 с чем-то гигабайт, и видим, что он у нас через USB 3 берет 380-390 мегабайт в секунду. Не мегабит, а мегабайт 400. Шикарно тоже. Вот я не побоюсь здесь сказать. Вот если вы не верите в эти цифры, и вы считаете, что это посредственные цифры копирования через USB 3 порт, то вы, наверное, не видели другого варианта. И это все в мини-компьютере, в маленьком мини-компьютере. По громкости работы, я сейчас поднесу микрофон. Сейчас вот у него работает вентилятор. Он работает тише немного, чем мой ноутбук Acer Nitro 5, который сейчас работает у меня на рабочем столе. То есть достаточно тихий. Когда идет большая нагрузка, включается там 2 кулера вообще, включается он на полную мощность. Это слышно, но это слышно как обыкновенный ноутбук. Слушайте, скорость копирования стабильна. Очень стабильно. То есть мы половину фильма скопировали, можем останавливать. Хорошо. Теперь мы с вами должны проверить мультимедийные возможности в плане проигрывания очень тяжелого контента с внешнего источника. Допустим, мы проигрываем все тот же Gemini Man 4К. 4К 60 FPS у нас пошел. Отлично. Даже ничего не скажу. Попробуем перемотать. Давайте перематываем мгновенно, в принципе, при таких скоростях. То есть мультимедийный контент с внешнего жесткого диска вы тоже можете смотреть без ограничения. Давайте проверим поддержку форматов звука, что он у нас выводит. Dolby Digital Plus выводит, нормально. Dolby True HD, давайте пробуем Dolby True HD. Dolby True HD есть, это все шикарненько. Давайте DTS Lossless сразу откроем, тогда будет понятно, есть ли у него 5.1 ядро. То есть у нас, если есть True HD, DTS HD Master выводит. Отлично, слушайте, у нас есть 5.1 звук, есть HD звук. Также мы можем на данном мини-компе смотреть IPTV без ограничений, при этом абсолютно разными методами. Мы, например, можем с вами смотреть это через OTT-плеер. Допустим, я использую сервис Omega TV, это украинский сервис, ссылочка на промокод, ссылочка на сервис и на промокод на 100 гривен лежит в описании под видео. Пользуйтесь месяц практически бесплатно. То есть я сейчас транслирую HD каналы, смотрю, и переключается все отлично. Да слушайте, что здесь может быть не так? Что здесь может быть с этим не так? То есть мы можем спокойно все это использовать. Также мы с вами протестируем проигрывание через TorServe, именно торрентов, больших торрентов онлайн. У нас все-таки модули классные. Мы будем использовать TorServe в базе с подплеером. Разрешим доступ. Выберу плеер. Именно под плеер со встроенной SVP. Давайте попробуем здесь найти какой-нибудь аватар. Найти. Так, Ultra HD Blu-ray диск Remux на 101 гиг. Ну что, попробуем проиграть. Пошел набор сидов, пиров. Давайте смотреть, что у нас получится. Загружается у нас под плеер. И 100-гиговый торрент у нас начал проигрываться вообще без проблем. Развернем на весь экран. Слушайте, шикарно. Вообще отлично. Отлично. 100-гиговый аватар. Идет у нас онлайн без тормозов. Закрываем этот плеер, закрываем TorServe. Что еще мы можем здесь делать? Мы можем в FS-клиенте смотреть онлайн стримингом фильмы не через торрент. Например, как FS-клиент установить, в принципе, есть у нас видео на канале. И я думаю, что в описании под видео мы разместим тоже ссылочку. Нажимаем файлики. Здесь, конечно, качество такое себе. Но тоже эти потоковое видео
онлайн мы можем смотреть с сайтов, ну, потому что FS-клиент это по сути поисковик, такой же как HD Video Box. Давайте сейчас помотаем. Все работает. Слушайте, для мультимедиа он хорош. Он хорош для мультимедиа, но что же мы можем делать еще на данном ТВ-боксе? Мы можем с вами немножечко помонтировать видео. Я специально скопировал себе проект один. Видите, сейчас копирую проект на рабочий стол, и скорость копирования 390 мегабайт в секунду, 380, 390. При этом копирует стабильно с такой скоростью. Не то, что там он кэш прошел и все, и провалился. Давайте зайдем. И с помощью, например, с помощью Adobe Premiere Pro 2020 года попробуем просто-напросто, как он работает в монтаже. Смотрите, здесь я в автономе оставил фоновый рисунок, оставил в автономе звуковой файл. Мы с вами в настройках проекта можем увидеть, что у нас аппаратное GPU ускорение через ядра Mercury OpenCL. Это то, что у нас есть встроенное в Intel графику. И поехали с вами немножечко помонтируем. Давайте. То есть он сейчас воспроизводит, давайте переключим на полное. Вот он в полном качестве. То есть по сути какие-то незатейливые Full HD видосы, это Full HD видео в 2 потока мы можем с вами монтировать. Давайте добавим какой-нибудь эффект перехода сюда. Давайте зайдем в эффекты. Какой-нибудь видеопереход, ну абсолютно там незатейливый. Давайте погружение в белое. И сюда еще перекрестный наплыв добавим. Включаем и смотрим, как это у нас работает. Давайте, доходим до момента. Сработало. Ну, слушайте, в принципе, для не тяжелого монтажа обыкновенного это может работать. При этом, если вы будете использовать, например, прокси, да, ну, те, кто в теме, те знают, если использовать прокси, то вы можете здесь монтировать достаточно и тяжелые видео. Поэтому с монтажом, ну, вот есть как есть. 4К, конечно, не отмонтируешь, там 3, 4, 5 потоков тоже не отмонтируешь, но двухпоточный Full HD видос, ну, вообще налегке. Теперь NVIDIA GeForce Now хочу проверить, насколько он может работать с NVIDIA GeForce Now. Потом попробуем Hearthstone, ну, в принципе, Blizzard игры и попробуем офисные приложения, хотя мощности здесь, конечно же, хватает для таких вещей. Так, Tomb Raider запустился, нажимаем играть. Так, GeForce Now, в принципе, работает. Вот каким образом на мини-компах можно играть в тяжелые игры. Это, конечно же, в GeForce Now. Здесь очень классные модули, в частности, Wi-Fi 6 модули. Здесь нормальный проц для вот такой вот производительности. Ну, давайте сейчас. Где там волчок? Пиу! Блин, я Mozilla. На геймпаде я попадаю лучше. Что ты делаешь? Акела промахнулся. Сейчас меня тут, короче, этот волчок. А как мне, что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? И что мне было дальше делать? Давай. Да, короче, меня сейчас сожрут. Давайте, F, чтобы защищаться. Короче, сожрали как-то несправедливо. Вот, попробую все-таки попасть в этого волчка дурацкого. Ой, у меня с этими волчками в каждом обзоре прям целая дилемма, что с ними делать. Давайте попробую его выцелить. Он откуда-то отсюда появлялся. Если меня сейчас забьют, все, идем дальше тестировать уже там асфальт, офис. Да что ты постоянно в разном месте? Давай второй раз. Куда ты убежал, волчок? Ну что ты будешь делать? Уйди отсюда. Уйди, волчок. Так, одного есть. Второй попали. Где он? Не, ну ты так нечестно. Ну что это такое? Куда? Ребят, меня сейчас сожрут. Меня сейчас сожрет волчок, серенький волчок, укусит за бочок. Где эта скотина? Все, надоело мне этот GeForce. Ну их к черту, этих волчков. Давайте, выход. Не хочу я больше играть. GeForce Now в Tomb Raider. Дурацкая игра. Слушайте, можем попробовать сыграть в Diablo 3. Быстродействие для таких вот игр по типу Diablo 3 и подобных от... скажем так, от студии Blizzard будут работать без вопросов и без проблем. То есть это достаточно производительный компьютер именно для таких игр. Ну, не более, не менее. То есть сказать, что это будет, на этом можно классно поиграть, там, допустим, в PUBG, я не скажу. Это невозможно. Ой, я телепортнулся. Давайте там какую-то поставим пушечку. Еще раз она там всех расстреляет. Короче,
Diablo работает. Diablo работает без нареканий, без провисаний. Мы сейчас посмотрим, на каких он работает настройках. Графика, полный экран, высокая, средняя, высокая, высокая. То есть на высоких настройках, даже такие средние высокие настройки он пашет. Все, выходим из Diablo, можем забыть про Diablo. И в принципе я хочу еще проверить, конечно же, возможности офиса, хотя это уже будет, по-моему, лишнее. Потому что, ну, есть как есть, показали все, что можно. Я использую вообще Neat Office. Я давным-давно уже отошел от Microsoft офисов. В качестве работы с офисом я обычно тестирую это все на Excel. Почему? Потому что я заполняю это в большие таблицы, такие матрицы делаю. Обычно на таких компах работают люди с базами данных, с Excel, с подобными вещами. То есть, по сути, офис просто-напросто работает. Из резюме. Знаете, мне нравится. Мне нравится, он подойдет для бизнес-сферы. Спокойно бизнес может работать на данных компах. Он подойдет для домашнего пользования. Не каждый человек играет. Вот серьезно, не каждый. Он подойдет для домохозяек, он подойдет для тех, кто любит минимализм. Но он абсолютно не подходит для игроманов, для профессиональных геймеров. Он подходит, допустим, для GeForce Now идеально и для трейдеров. Для трейдеров это вообще штука незаменимая. 3 монитора, 2 LAN-порта на 2 провайдера. Спокойно подключили. При обрыве одного подключается второй. Можете сюда еще впихнуть 4G модем и будет у вас третий провайдер. Короче, штукенция очень классная, рабочая, несмотря на ее цену, и мы ее настоятельно рекомендуем. Так что, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет пальцев вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.